А вы видели, как живут люди в самых страшных тюрьмах США? Как там обращаются с преступниками? Как охрана ломает убийц и террористов? Я расскажу про самые жестокие тюрьмы Америки с поистине нечеловеческими условиями. Хотя контингент там соответствующий, но может ли такое заключение хоть кого-то исправить? И начну с самой легендарной тюрьмы Сан-Квентин, расположенной в Калифорнии. Одна из старейших тюрем мира. Чем она так известна на весь мир? Своей жестокостью и наполнением. Ведь именно здесь произошло большее число казней во всей Америке. Изначально здесь отбывали наказания как мужчины, так и женщины, однако с 1934 года женщин перевели в другое место заключения. И с тех пор Сан-Квентин стал исключительно мужской тюрьмой для людей, которых уже никто не спасет. Ну, кроме апелляции или помилования, но это происходит крайне редко. Раньше для проведения казни здесь использовали газовую камеру, но теперь применяют смертельную инъекцию из гуманных соображений. Весь процесс уже давно поставлен на поток, персонал отрешенный, просто делает свою работу. Сан-Квентин также известен тем, что здесь исполняют приговоры для заключенных из других учреждений, включая знаменитый Алькатрас. В настоящее время в тюрьме оборудовано 3302 места для осужденных к смерти. Среди самых известных заключенных Ричард Фарли, признанный виновным в убийстве 7 своих коллег, Раймонд Ли Ойлер, ответственный за смерть 5 пожарных, и Джон Фомалара, который убил 23-летнюю девушку в Ньюпорт-Бич в начале 1990-х, заморозив ее тело в холодильном ларе для хранения. Условия содержания суровые, преступники, посещающие даже групповые психологические сеансы, сидят в отдельных клетках, прикованные к цепям. Все происходит по регламенту, а любые отклонения наказываются физическим замечанием, ведь охрана не церемонится с местным контингентом. Здесь также царят типичные для калифорнийских тюрем проблемы: острые межбандовские конфликты, недостаток квалифицированных сотрудников и расовая напряженность. Для некоторых людей заключение тут большее мучение, чем сама смертная казнь. Ужас, да. Но поверьте, дальше я расскажу и про более жестокие места. Но иногда тюрьма получает дурную славу не только из-за смертной казни или условий содержания. Пеликан-Бэй в Крессент-Сити – это место, о котором мало кто знает за пределами криминальных кругов. Так сложилось, что в этом регионе банды фактически правят целыми городами. Полиция не рискует разжигать войны, поэтому они чувствуют полную вседозволенность. Но что происходит, когда члены этих банд оказываются за решеткой? Ответ прост – они отправляются в Пеликан-Бэй. И тут возникает проблема. Тюрем в регионе не так много, а банды часто враждуют между собой. И задержанные вчера за перестрелку враги попадают на один и тот же тюремный дворик. Представляете, какой там накал страстей? Тюрьма раскинулась на 112 гектаров, где творится полный беспредел. Ты не знаешь, кто убьет тебя завтра, члены другой банды или охрана, когда будет разнимать потасовку. Ведь тут никто не церемонится, а контингент соответствующий. Заключенные, чаще всего состоящие в бандах, проводят в одиночном заключении не менее 8 лет, встречаясь только во внутреннем дворе. Многие из них сталкиваются с серьезными психологическими проблемами, такими как посттравматическое стрессовое расстройство, галлюцинации, депрессия. Самые неустойчивые заканчивают свою жизнь в петле. Вдобавок в этой тюрьме происходили многочисленные голодные забастовки, а также были поданы многочисленные иски против жестоких условий одиночного заключения. Несмотря на это, порядок в Пеликан-Бэй до сих пор остается неизменным. И если хочешь выжить, то лучше не дергайся. А вот еще одно жуткое местечко. Тюрьма в Гранд-Пэриш, Луизиана, которая заслуженно входит в число самых опасных мест в стране. Именно здесь, в исправительном заведении Поллок, число убийств может соперничать даже с количеством подобных преступлений на свободе.
С 2007 года было зарегистрировано минимум 3 убийства, которые так и остались нераскрытыми, и сотни разборок с летальным исходом, когда преступника удавалось установить. Вдумайтесь в уровень абсурда. Нераскрытое убийство в тюрьме, где стоит охрана и везде камеры. Возможно, случаев на самом деле гораздо больше, просто администрация списывает их на несчастные случаи. Одним из самых известных заключенных здесь считается Хосе Робледо Нава, лидер банды могущественных королей Латины, который отбывает пожизненное заключение. Некоторые утверждают, что он негласный король этого заведения, которого покрывает администрация тюрьмы. Интересный факт из истории тюрьмы связан с Ричардом Ли Макнейром, который совершил один из самых необычных побегов. Работая в тюрьме над ремонтом почтовых мешков, он в течение месяца готовил план своего побега. Макнейр спрятался в самодельной коробке на транспортном поддоне, замаскированном старыми почтовыми мешками. Этот поддон был обмотан усадочной пленкой и отправлен на соседский склад. Проведя несколько часов в коробке под палящим солнцем Луизианы и дыша через картонную трубку, Макнейр использовал перерыв складских охранников на обед, чтобы освободиться и скрыться. И да, его поймали, но только через год, когда он попал в аварию за рулем угнанного автомобиля. А что делать, если вы сами попали в ДТП в Америке? Куда обращаться за помощью? Где можно найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на $21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. Тюрьма Синг-Синг, расположенная в Осининге, штат Нью-Йорк, это место заключения максимальной безопасности. Тут содержится около 1700 заключенных. Находясь к северу от Нью-Йорка на живописных берегах реки Гудзон, Синг-Синг вписала себя в местный лексикон. Послать кого-то вверх по течению теперь означает отправить в тюрьму. Но что с ней не так, раз она попала в мой список? Постоянные бунты, массовые избиения, убийства. Не говоря уже про смертные казни, которые тут были поставлены на конвейер. Это место с дурной славой и отвратительной репутацией. История Синг-Синг также известна посещением знаменитых советских писателей Ильфа и Петрова в 1935 году, которые собирали материал для своей книги «Одноэтажная Америка». Тюрьма ассоциируется и с исполнением смертных приговоров на электрическом стуле. Первым на этом стуле был казнен Харри Смайлер в 1890 году. Среди самых известных лиц, казненных здесь, были супруги Розенберг, приговоренные в 1953 году за шпионаж в пользу СССР. Всего до 1964 года в Синг-Синге было выполнено более 600 смертных приговоров. Я думаю, уже одного этого достаточно, чтобы включить это место в мой список. Тюрьма Рикерс-Айленд, расположенная в Квинсе, тоже не блещет своей репутацией. И вполне заслуженно, скажу я вам. Почему? Здесь насилие и риски не ограничиваются только столкновениями между заключенными. Сами официальные представители и охранники тюрьмы тоже частенько становятся источником угрозы для заключенных, порой действуя излишне жестоко. Избиение, сексуальное насилие, унижение, полный флакон нечеловеческого поведения. Один из случаев, который широко освещали СМИ и правозащитники, касается ужасающего насилия над заключенной женщиной, которую, как утверждается, изнасиловала женщина-офицер. При этом другие охранники стояли и смотрели, не предпринимая никаких мер для предотвращения преступления, даже позволив другим заключенным стать свидетелями изнасилования. Жертву связали, заткнули рот кляпом и издевались над ней всю ночь, используя все подручные предметы. Зачем? Это был урок для других заключенных. В другом случае, в 2007 году 18-летнего юношу чуть не избили до смерти его сокамерники. Охранники, которые видели происходящее, не вмешивались и не оказывали помощь. Столь жестокое обращение с заключенными на Рикерс-Айленде иногда приводит к серии людей, которые решают покончить со своей жизнью. Газета The New York Times неоднократно писала о нарушениях со стороны охраны, злоупотреблениях и пренебрежении потребностями заключенных. Но никакого результата. Думаете, жестоко? Но что вы скажете про следующее местечко?
Ну и куда же без самой известной современной тюрьмы Америки? Тюрьма ADX Флоренс, расположенная в штате Колорадо, считается одной из самых строгих и безопасных в мире. Тут нет откровенной жести вроде пыток и изнасилований, но ее особенность в самих условиях содержания. Она была открыта в 1994 году и предназначена для содержания особо опасных преступников, включая террористов, серийных убийц и лидеров организованной преступности. Архитектура и система безопасности этой тюрьмы разработаны таким образом, чтобы минимизировать любые шансы на планирование побега или преступлений внутри. В ADX Флоренс действуют чрезвычайно строгие правила. Например, камеры заключенных максимально безопасны и предназначены так, чтобы преступник не мог себе навредить. Они выполнены почти полностью из бетона. Кровать – это бетонный подиум со сглаженными углами. Стол и стул также бетонные и без острых углов. Раковина лишена выступающих элементов, а туалет оборудован системой, предотвращающей его засорение. Душевая кабина оснащена таймером, ограничивающим поток воды. Интересен факт о размерах и расположении окон в камерах. Они узкие и длинные, расположены так, чтобы заключенный не мог определить свое местонахождение. Осужденные могут общаться только 1 час в день, причем, если они решат воспользоваться телефоном, то лишаются возможности прогулки. Сами прогулки проводятся в закрытом помещении, напоминающем бассейн, где заключенные видят только небо. Это делается для того, чтобы они не могли ориентироваться на местности. Такие условия в сочетании с круглосуточным патрулированием территории вооруженными сотрудниками и служебными собаками делают побег из ADX Флоренс практически невозможным. Долгосрочное содержание в изоляции может приводить к серьезным психологическим проблемам, и некоторые эксперты считают, что такие условия могут эквивалентно воздействовать на психику, подобно пыткам. Как понимаете, здоровым человеком выйти отсюда невозможно. Можно ли такое считать исправлением? Вопрос риторический. Но если в предыдущих тюрьмах сидели только осужденные за тяжкие статьи, то в этой тюрьме ломают и за бытовые, и экономические преступления. Я говорю про мужскую центральную тюрьму Твин Тауэрс в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Здесь отбывают наказание люди, осужденные за мошенничество с кредитными картами, вождение в нетрезвом виде или употребление наркотиков. На первый взгляд заключенные здесь кажутся безобидными, но реальность такова, что мужская центральная тюрьма может быть даже опаснее многих других учреждений максимальной безопасности в США. Почему? Тюрьма находится в самом сердце Лос-Анджелеса, и в ее стенах оказываются представители всех слоев общества. Некоторые заключенные никогда не покидают ее пределы. Ситуация в этом месте настолько серьезная, что в 2016 году шериф округа Лос-Анджелес Ли Бака был вынужден уйти в отставку после серии скандалов, связанных с избиениями заключенных со стороны охранников. Его заместитель Пол Танака также оказался за решеткой за попытки скрыть эти преступления. Людей пытают и унижают, чтобы выбить деньги. И самое страшное, что все поставлено на поток. Охрана имеет свои бригады среди заключенных. Одни входят в доверие, другие провоцируют конфликты, третьи помогают решать вопросы. Если не удается получить откуп с помощью пряника, то переходят к кнуту. Родственники осужденных не раз подавали петиции, делились проблемами в соцсетях, но, видимо, бизнес получается слишком сладким. Ну и напоследок, привет из солнечной Калифорнии. Государственная тюрьма Фолсом известна далеко за пределами штата. В то время как многие наслаждаются красотами и развлечениями Калифорнии, для некоторых жителей этого штата жизнь складывается совсем иначе. Они проводят свои дни за решеткой в Фолсами. Это место получило свою известность благодаря жестокому обращению с заключенными, особенно в 70-х и 80-х годах. Хотя, если говорить откровенно, сейчас тоже ничего не изменилось. Место пользуется очень дурной славой. Одна из самых ранних трагедий произошла в 1937 году, когда заключенный, пытаясь сбежать, получил ножевые ранения и умер от них. Причем его не обязательно было убивать при задержании, это было сделано скорее от злости, чем в рамках необходимости. С тех пор насилие в тюрьме только усилилось. Проблема Фолсома заключалась в том, что здесь содержались представители враждующих банд. Черные, белые, латиноамериканцы и азиаты, вынужденные жить под одной крышей.
Я думаю, что вы видели подобное в американских фильмах, когда в одном углу двора стоят ультраправые, в другом афроамериканцы, а в третьем азиаты. И все ищут повод накинуться друг на друга. А тут такое происходит в реальной жизни, поэтому насилие и столкновение фолсами – это обычное дело. Ситуация начала улучшаться только с расширением других тюрем, таких как Пеликан-Бэй, которые смогли предоставить возможность раздельного содержания членов различных банд. Тем не менее, еще в начале 2010-х годов фолсами продолжались массовые беспорядки, связанные с враждой между бандами, в результате которых были убиты несколько заключенных. На текущий момент, когда число заключенных кратно выросло по всей стране, ситуация становится только хуже, ведь тюрьмы реально переполнены. Как говорят, на этом все. Спасибо за просмотр.